Мы в лаборатории герпетологии Зоологического института Российской академии наук. У нас очень интересная встреча сегодня, встреча с директором Вьетнамского института экологии. We are really glad to see our Vietnam colleagues. And maybe in result we can do our great ideas to conservation salmon. На самом деле это уже подведение итогов нашего проекта, который был запущен некоторое время назад, и посвящен он одной из редчайших лягушек мира, телодерме риабова, которая находится вот здесь. Это одна из крупнейших телодерм и одна из редчайших лягушек мира. Всего она известна по 14 экземплярам из очень маленькой точки во Вьетнаме, где идет интенсивное сведение лесов. Живет она только в первичных лесах, поэтому через какое-то время, мы знаем, ее там не останется. И какое-то время назад мы предложили нашу искусственную популяцию, которая сейчас достигает более сотни экземпляров, все они родились у нас здесь, выпустить в природу, найти точку во Вьетнаме, подходящую для их жизни, и выпустить их туда. Найти какую-то заповедную зону с огромными стволами, где могли бы быть огромные дупла, в которых смогла бы жить эта огромная дупляная лягушка. И Зоологический институт и Вьетнамский институт экологии согласились с этим проектом, согласились с тем, что проект необходим, иначе мы потеряем этот вид, сохранив его только в неволе. Какое-то количество молодняка в течение 4 лет, которые мы с ним работаем, мы передавали в разные зооорганизации, занимающиеся амфибиями, серьезные лаборатории по сохранению амфибий. И сейчас мы уже окончательно спланировали выпуск этих амфибий обратно в природу, тем самым создав природный резерват для этого вида. При этом нас никто не финансирует. Все, что мы делаем сами за свой счет, свою часть работы мы сделали своими силами и готовы передать зооинституту, правительству Вьетнама на выпуск более сотни экземпляров этого вида, подрощенных, готовых уже к выпуску для создания своей новой мини-популяции в каком-то заповедном охраняемом месте. Мы просто заводчики, частное хозяйство, которые сделали это, чтобы внести свой вклад в охрану природы. Собственно, занимаясь содержанием и разведением редких видов амфибий с целью их сохранения уже 25 лет, я всегда говорил, что многие виды мы можем сохранить только в искусственных популяциях. Но сегодня, когда найдены заповедники с первичным лесом, куда мы можем действительно выпустить эту лягушку, я счастлив тем, что мы не просто ее сохраняем, а мы ее возвращаем в природу. Это действительно самая основная задача, самое главное, для чего все это делается. Ведь мы сохраняли амфибий в неволе с надеждой когда-либо найти места для обратного выпуска в природу. И сейчас впервые такой проект у нас подходит к финальной стадии. Это очень круто, это очень серьезно, и это дает нам надежды. Fantastic primary forest. It's real, not only for movie. It's real, fantastic forest. Я повторюсь, что мы просто частное хозяйство, мы заводчики. И я горжусь тем, что мы как частное хозяйство можем сейчас именно вот этим действием подать пример не только любителям, не только частным коллекциям, но и серьезным организациям. Ребята, это возможно, это можно сделать, важно только задаться целью. 6 проектов, которые мы планируем запустить, нуждаются в проработке, нуждаются в доработке. Мы пока не имеем действительно возможности их расширить до нужных масштабов. Поэтому, если, друзья, какие-то международные организации, фонды и прочее, если вы хотите и можете нам помочь, давайте кооперироваться. Мы будем только рады, мы будем только счастливы любому сотрудничеству, любой помощи.
Да. И мы будем очень благодарны, если все неравнодушные помогут распространить информацию об этом ролике, сделать репосты, чтобы как можно большее количество людей узнало об этом. Да, это возможно, частные заводчики могут помогать охране природы непосредственно и своими руками. Мы все, кто неравнодушен к животным, киперы, заводчики, все мы можем помочь. Что это делать? Все. Нет, она не может разговаривать. Это ужас. Я не Какой могу человек. разговаривать о бесполезно. вымираниях и не плакать. Я не знаю, наоборот, радоваться надо. Она говорит, а чем мы не радуемся? Радуйся, да? Я рада. Вот. Это ну, капля в море. Нормально. Но очень классно. По капле море складывается. Работаем. Мы молодцы. Я очень доволен. Это первый крупнейший результат, который у нас получен. Она не просто входит в культуру, но возвращается в родной лес. Домой. Из природы ученые за всю историю этого вида изъяли всего лишь 14 экземпляров. Это редчайшая лягушка мира. Сейчас домой поедет больше 100.